Мальчишки и девчонки, а также их родители. Веселые истории. Для маленькой инди-студии Ubisoft сейчас настали очень темные времена. Денег для рекламы Far Cry 6 хватает только на покупку людей и Насти Ивлеевой. А честное мнение блогеров в этот раз решили не оплачивать. Дайте шанс шестой части. Почти. Шестой Far Cry — это все равно шаг вперед. Я в этом практически уверен. Но бабки текут рекой, и это единственное, что волнует Антона. К счастью, экономить на самой разработке Far Cry 6 для Ubisoft целых 12 студий старались не домогаться друг до друга, чтобы обеспечить новый Far Cry инновационными 6 нововведениями. В кинематографических сценах мы сможем менять камеру от первого лица на вид из-за спины. Да, в игре этого нет, но нам дали возможность представить это. Не надо лгать мне. Как в настоящих стелс-играх мы можем сливаться с врагами. Лингвисты до сих пор пытаются понять, что имели в виду Ubisoft. Но даже всех этих нечеловеческих усилий было недостаточно для поддержки RTX на новых консолях. Графен находит все новые области применения. Ведь только пользователи ПК знают, что для улучшения производительности Far Cry 6 нужно всего лишь удалить Ubisoft. Изыди, сатано! И хоть Far Cry до сих пор не работают датчики в машинах, главное это сами машины. Що це за хуйня? Це копійка мого діда. Разве этого недостаточно для хорошей игры? И это самый халтурный релиз Ubisoft за последние годы. Русскую и британскую партию дисков перепутали, ведь эти языки похожи. Весь гордый народ итальянцев оскорбили отсутствием озвучки. В то время, пока обычный русский Иван просит от игр хотя бы субтитры, хотя бы не на лицо. Вместо донатной валюты в магазине теперь кредиты, как бы намекая. Не бойтесь просить в кредит. А настоящей особенностью Far Cry 6 стал новый лозунг Ubisoft. Нельзя никого оскорблять, нельзя никого обижать, никого нельзя злить. И если старых добрых сумасшедших злодеев мы сможем предзаказать прямо сейчас по уникальному предложению 4500 плюс 2800, 6600 или 8000 рублей. Кого, блядь, ты выберешь? Нас или нас? Кое-что Far Cry больше никогда не вернется. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко. Но насладиться хорошей историей не помешает ни отсутствие возможности подобрать оружие, ни враги, появляющиеся из воздуха, как эту игру вообще делали. При помощи говна и палок. А главным вдохновителем для построения сюжета в новом Far Cry стала третья мафия. Я не плачу, это просто ниндзя режет лук. Из вступительного монолога Эль-Президента можно понять три главные вещи. События происходят на острове в абсолютно вымышленной диктаторской стране, застрявшей в советских временах. В смысле... Яры! Весь заработок идет из продаж универсального лекарства от рака, главная особенность которого... Чистейших удобрениях. Сука, я жизни не чувствую! Чистейший, блядь! А для процветания нации продлевают призыв. В прошлых играх была проблема с мотивацией героя. Спасти друзей, напарников, исполнить последнюю волю матери, выжить. И это исправили максимально реалистично. Теперь мы уже отслужившая женщина по имени Дани или... Данила? Сбегаем из страны вместе с... подругой, чтобы откосить от призыва. В смысле, райского призыва Ubisoft. Ой, блядь, я в желтый попал! Против кого мы воюем? Почему вы нас убиваете? Против рая. Вам пиздец. Во всех прологах от Ubisoft есть очень важное правило. Четко идти вперед, не останавливаясь. В противном случае игра начинает жить своей жизнью. Я тебя вижу. Обычный игрок просто пройдет мимо и не заметит, что каждая крыса создавалась вручную. Уплыть на лодке далеко не получилось, и все обломал сбежавший малой и его... Хотя, кажется, оно пытается договориться. Пощади их. Расстрелять! Удивительным образом просыпаемся в полном порядке на каком-то острове, плывя на корабле, расстрелянном в порту. На другом конце планеты Ubisoft. Вы что, на шаре живете, что ли? А вот черная женщина немного приуныла. Я ног не чувствую. У тебя их нет. Но какая разница, когда перед нами новый дивный мир Far Cry 6? Новый дивный мир Far Cry 6, новый дивный мир, а это стрелочка. Ой, как удобно. Вообще вселенная игр Ubisoft уже давно существует по своим особенностям.
особым правилам. Человек состоит на 100% из воды, вода из железа. От пуль защищает силовое поле из дюны, волосы созданы из кустов, а электричество собирает ведрами. Возможно, разработчики Ubisoft самую малость некомпетентны. В мире, где каждый школьник может выучиться на программиста, не слезая с дивана. И это касается всей Ubisoft. В Киеве у них оптимизация с HD-текстурами, ухудшающими графику. Студию в Сингапуре вообще чисто по приколу открыли, чтобы воровать государственные деньги и домогаться до сингапурок. Что немного не понравилось сингапурцам. А в России игровая индустрия развивается и без Ubisoft. Слава богу. Спустя 12 лет в Азкабане! наконец-то начинают создаваться отечественные игры. Собственные инди, РПГ, биошоки. Поэтому сейчас как никогда востребованы разработчики. И в своей молодости я бы с радостью прошел какие-нибудь курсы разработки игр вместо получения этого удобного подстаканника. Ведь в IT-индустрии сейчас есть кое-что очень важное для каждого из нас. Деньги! И сейчас самое выгодное на рынке предложение для обучения в этом направлении — курс-разработчик от Geekbrains и Skillbox. Курс состоит из нескольких блоков. Общий блок содержит фундаментальные знания, необходимые в любой специализации. По окончанию общего блока обучения вы сможете выбрать специализацию и погрузиться в системное изучение одной из областей. Программирование, тестирование, аналитика, Project и Product Manager. После прохождения курса вам гарантируют трудоустройство, в противном случае вернуть деньги. Все это указано в договоре. Я не ожидал, что в обучающих курсах все настолько серьезно. Возможность рассрочки, уменьшение стоимости курсов через налоговый вычет, стажировки, тестовые и реальные задания, помощь личного наставника и самое главное — создание портфолио, что уже действительно необходимо для устройства на работу. Geekbrains предлагает много дополнительных курсов под различные специализации на рынке IT, включая бесплатные онлайн-лекции. Регистрируйтесь по ссылке на курс «Разработчик» в описании. По удачному стечению обстоятельств именно на этом острове сейчас тусуются главные повстанцы Либертат с женщиной-предводителем. Естественно. Но моя женщина оказалась более сильной и независимой, поэтому заключаем сделку. Я трачу 70 часов своей жизни на вызволение ярого диктатора. Вы даете мне боевого крокодила. Гена на. Вместе с ним в комплекте шел забавный алкоголик Хуан. Как отец, он учит нас основам крафта, кастомизации, взятки, целой одной на всю игру, воровству урана и даже дарит за это. Супремо. Если коротко, это... Ульта! Ведь мы теперь супергерой. Главное не атаковать врагов с высоким рангом. Дисбаланс. Хуан же настолько крутой, что продолжает с нами разговаривать даже в меню. А нет, это бедная инди-студия Ubisoft не хватило денег на обещанные диалоги с кинематографической камерой. Кинули, как лохов последних. Одна из первых миссий — это легендарная отсылка на сжигание веселых растений из Far Cry 3, которая была и в прошлой части, и в позапрошлой. Но теперь в нее добавили уникальную фишку — бездарность. Празднуем первую победу над угнетателями. Слава Либертат. Слава Либертат. Преисполнившись патриотизмом, уничтожаем корабли, перекрывающих причал. Ведь других способов уплыть с острова нет. Где-то за кадром в этой миссии схватили нашего товарища Хулио. Ну кому есть дело к белому цисгендерному Хулио? Вообще у президента особое отношение к революционерам. Он знает всех по именам. В контактах записаны номера каждого повстанца. А иногда он по приколу скидывает им фоточки с допросов в Viber. И это весь контент острова. Как-то маловато. А, есть еще один остров. Ой! С этого момента начинается гениальная идея соединить Far Cry с такой прекрасной игрой, как Мафия 3. Купи говно. Прежде чем убить президента, мы должны захватить 3 территории. А для этого нам нужно разобраться с его 5 приспешниками. А для этого нам нужно уничтожить их бизнес, сломать жизнь, психику, убить их куриц, цыплят этих куриц. А для этого нам нужно подружиться с отдельными 3 лагерями повстанцев. Первые повстанцы, кому я направился, конечно же, была семья Монтера. Ведь это семья. У меня нет друзей, только семья. Вместе с семейством мы будем исследовать начальника полей и племянника президента Хосе. К сожалению, в первом замке принцессы не оказалось. Но мы кое-что узнали о самом Хосе. Любит он 2 вещи. И срать своим подчиненным в носки. Как альтернативу спасаем батиного друга Мигеля, после чего под пивком все же нас признает. Да на здоровье.
Далее нас отправляют по оружию, но оказывается нужен был пенопласт. Потому. Но это еще не худшее, ведь следующее задание от собаки. И мне нравятся песики в играх. Но мне не нравится, когда песикам-инвалидам пытаются продать игру про военный переворот в диктаторской стране. Максимум согласен на чернокожую женщину-инвалида. Ну или петушиные бои. Красный такой петух, появись. Для полного сбора семьи отправляемся вернуть младшего сына. Но он искренне верит в такого надежного человека, как Хосе. Пойду посру. Поэтому в следующей миссии идем спасать его от казни. По итогу винтовку заклинило, а отец пожертвовал собой, чтобы спасти сына, который сейчас умирает на руках у сестры. И это была бы очень сильная сцена, если бы ее делали не Ubisoft. То есть отец умер, потому что выбросил сына, вместо того, чтобы выкинуть бомбу. Его друг Мигель сломал винтовку, потому что обиделся, что он единственный сидел в тюрьме. Сына воскрешают разрядом аккумулятора из машины. Повсюду летает ебаный автомат, а семейство теперь возглавляет баба, называющая себя Меч. Смерть уважаемого всеми главы Монтера не понравилась даже Эль-президенту, ведь рабочие могут объявить бунт. Беги, сука, беги! Хороним пахана, но самого Хосе мы убивать не будем. Сначала нужно убить лейтенантов, которые улыбнулись после смерти бати. Возможно, Хосе приказал им улыбаться всегда или насрет носки. Несчастные даже после смерти улыбаются. Но этого еще недостаточно, чтобы убить Хосе. Нужно сжечь его поля. И в нормальных играх мы просто их сжигаем. Это несложно. Мы уже так делали. Но в игре от Ubisoft, чтобы сжечь поля, нужно уничтожить зенитку, захватить нефтяную вышку, найти там 2 материнки, уничтожить 3 босса вертолета, создать напалм, украсть 1 самолет, и все это ради шлема динозаврика. А, точно, Хосе. Битва с ним хуже, чем 3 босса вертолета. Ведь Хосе 1 босс вертолет. Но зато нам показали мультик с его похорон. Папа, что мы здесь делаем? Шашлык. До следующих повстанцев солдаты добрались раньше нас. Но самые толерантные остались живых. Из них чернокожая женщина-лесбиянка и ее парень. Так много вопросов, так мало ответов. Отношения у них непростые. Пауло Настоящий мужик. сюрпризом. Вояки не любят трансов. А Талия типичная женщина-абьюзер. Сразу нафиг, сразу не рассматривай. И как и у любых современных пар, у них есть личный девственник Бичо, которому даже разрешают записывать на камеру. Половые отношения. Противостоят они владелице всех СМИ и министру культуры Марии Маркезе. Пожалуйста, поделитесь вашей культурой. И их способы бороться с диктаторским режимом особенные. Сначала мы ей плакат обосрем, а потом на крыше ее дома начнем петь рэп. Революционер. На последнее слетелись целых 2 босса вертолета. Но почему я раньше был злой? Потому что у меня гранатомета не было. А теперь я сразу добреть начну. Парочка в очередной раз устроила скандал. Но теперь все серьезно, ведь Талия оскорбила Трапика худшими словами в мире. Настоящие мужики не бегут. А параллельно у сынишки берут интервью. Ты много времени проводишь с отцом? А с мамой? И история или президента неоднозначна. Антон с детства был рабом на табачной плантации и жил в бараках. Обама. Избрал его народ. А лекарство от рака объективно спасет намного больше жизни, чем будет существовать людей в этой стране за всю историю. Поэтому цель оправдывает средства. Вот что такое серая мораль. А потом мы узнаем, что лекарство не работает. Какой смысл? В это время Бича с горя решил набухаться. И у нас важнейшее задание — сгонять за пивком. Придется убить минимум 5 человек. Пухляш оказывается тоже сюрпризом. После душевного разговора узнаем, что главный герой Никто. И объявляем уже серьезную войну Марии. Под прикрытием репортеров пробираемся на презентацию Вивиро, чтобы в прямом эфире пранкануть Марию. Еще раз позвонишь, я тебе глаза паяльником выжгу, слышишь? Мать звонила. Мать мертва. После такого дерзкого поступка Антон усиливает военное положение. До релизной версии игры это усиление как-то не добралось, но мы можем это представить. Так как никакого босса в этот раз мы не убили, для закрытия региона следующей жертвой выбираем создателя лекарства Вивиру. Первая попытка немного не удалась, и он зашивает в нас... Стоп, это даже не 13 Pro Max? Гадость. Подарок оказался отравлен чем-то веселым, поэтому начинается классический Far Cry 3. В смысле, трип из Far Cry 6. И мало того, что самим пришлось сделать себе операцию, так врач еще и отправил за антибиотиками для раненой Талии в аптеку. В смысле, поход в аптеку Far Cry 6.
попытка убийства ученого была более удачной. И это действительно то, что можно назвать битвой с боссом. Под воздействием жидкого рака мы пытаемся понять, где настоящий доктор. Эти 30 секунд были великолепны. Особенность последних повстанцев все они пенсионеры, живущие на горе. Но интереснее всего, как они ходят по хлеб. Куда казал ехать? За хлебом. И это была бы самая унылая часть игры, если бы не Эль Тигре. В прошлом все они уже свергли диктатора, стали национальными героями и отошли от дел. А сейчас, чтобы завербовать их, нас просят сходить в аптеку. Ух, сука, сегодня планировал без убийств. Там встречаем альтернативную группу революционеров, в основном состоящую из школьников, геев и феминисток. Женское тело теперь отвратительно, да? Каргас. Вроде таких модно называть зумерами, но больше подходит Малолетние дебилы. Тем не менее, я присоединяюсь к ним вместо пенсионеров, ведь мне нравится их мотивация. Должны пить, страхаться и... Эль Тигре тоже поддерживает данную мотивацию и даже предлагает свою кровь. Дед, угомонись, они не вампиры, сейчас модно так одеваться. Боссов и повстанцев в этот раз двое, и все, что вы должны о них знать, это женщина. И единственная причина, почему она стала адмиралом... Вы были женщиной в форме. Бабы в форме. С бизнесменом ситуация еще проще. Он прилетел в Яру строить заводы, потому что... В тюрьмах третьего мира есть то, от чего у меня встает. Убить адмирала было несложно. Все это время она послушно ждала нас на своем острове в замке. Нужно было всего лишь переместить туда танк. Как мы это сделали? Черный экран. А вот с бизнесменом интереснее. Мало того, что он умудрился атаковать обе базы, убить единственных нормальных персонажей. Сначала нам угрожал, потом пытался завербовать, в конце уже общались как кореша. А свою жизнь вообще выкупил за деньги. Капитализм заебись. И уже можно четко сказать Эль-президенту абсолютно Похую. на то, что куда-то исчезли все подчиненные. Зачем они тогда нужны? Что дальше? Пойдем мы просто убьем его со снайперки? Да не убивает Эль-президента. Да вы издеваетесь. Естественно, дома его не было. Но мы наткнулись на сынишку Диего и заключили деловую сделку. Я его не убиваю, он спасает мне жопу. Выгодно. Все это время мы захватывали аванпосты, территории, убивали тысячи солдатов. Но как только решили украсть парочку коробочек Вивиру, нас сразу же берут в плен. И это после того, как мы взорвали все заводы Вивиру и убили его создателя. Ах ты ёбаный ублюдок. Но благодаря тому, что в прошлый раз успешно соблазнили пацана, нас оставляют живых. Практически. Надо валить отсюда к херам. У нее даже голос не изменился. Всего лишь вырвали 2 зуба и засунули сигару в горло. В это время лидерша Либертат Карла решила, что будет отличная идея прийти на ужин к Эль-президенту. Ну вот, кстати, ее труп. А нет, все в порядке. Она... Ранена! У нее всего лишь дырка в голове. После ее смерти мирная революция уже невозможна. И мы, как новый лидер повстанцев, устраиваем... Майдан! Остановитесь! Ubisoft не рассчитывали, что до финала кто-то реально дойдет. Поэтому искусственный интеллект союзников еще на стадии разработки. И сейчас, например, он пытается меня убить. Антон уже смирился с тем, что городу и стране... Пиздец нахуй, блядь! Поэтому просит только одно. Защити его от своих друзей. После чего убивает его и себя. Зачем? Почему? Ответов не будет. Ведь это игра от современной Ubisoft. Ты наркоман, что ли? Откуда она знает? Новая Far Cry настолько неполноценная, что даже нет выбора концовки. Но стоит ли ее покупать? Итог может быть только один. Приходите в мой дом. Мои двери открыты. Не уверен, могу ли я просить от вас заветные 50 тысяч лайков. Но Far Cry 6 меня морально уничтожила. Я отдыхал, вырубая деревья 80 часов. И предлагал свои услуги блогера на автомойке. Пацаны, пацаны, пацаны!